На закате жаркого июльского дня фермер по имени Джексон Харпер, или просто Джек, как его называли соседи, медленно ехал по проселочной дороге, наслаждаясь видами огромных просторов Техаса. Утренний зной постепенно рассеивался, но солнце все еще ярко светило, создавая нереальные оттенки красного и оранжевого на горизонте. Его старенький пикап-трак издавал характерный звук, который в сочетании с шепотом легкого ветерка создал мелодию, наполненную надеждой. Для Джека это был не просто день, это была возможность, шанс, чтобы вырваться из серой рутины повседневной жизни, которая превратилась в привычный ритм одиночества. Джек был вдовцом, в его душе царила пустота, возникшая после потери любимой жены. Каждый день он работал на своей ферме, но работа по ухаживанию за животными и обработке полей не давала ему радости. Он чувствовал, как горечь одиночества проникает в его каждодневное существование. В итоге он начал ловить себя на мысли, что хотя бы на какое-то время ему нужно вырваться из этого замкнутого круга. От друга он узнал о ранчо Blackwood Stables, где продавались отличные рабочие лошади по разумной цене. Об этом старом месте говорили с надеждой, и, возможно, это будет тем самым поворотом, которого он так ждал. Когда Джек подъехал к этому ранчо, его интерес быстро угас. Старая вывеска с поблекшими буквами, трясущаяся на ветру, казалась знаком, который хотел сказать ему, что эта ферма содержит в себе множество мрачных тайн. На дворе стояла явная тишина, такая тишина, что казалось, она осязаема, словно сама природа попыталась утаить некоторые секреты от любопытных глаз. Джек знал, что жизнь здесь была непростой, но все же мужество и решимость подталкивали его к дальнейшим действиям. Полное беспокойство наполняло его разум, когда он шагнул на землю ранчо. «Эй, кто-нибудь есть?» — крикнул он, вылезая из машины. Ответом ему была только та же мертвая тишина, нарушаемая лишь скрипом флюгера, который, казалось, покачивался под нежным прикосновением ветра. Несмотря на сомнения, Джек почувствовал, как любопытство и стремление найти лошадь стали сильно обуревать его. Он направился к конюшням, где его ожидали раздумья и неожиданные события. Открыв одну из дверей, он обнаружил, что внутри царит мрак, но также он почувствовал, что внутри этого темного места скрывается что-то важное. Когда он заглянул в одну из конюшен, его сердце резко забилось. На соломенном полу в заброшенной тени стойла он увидел связанную женщину. Ее руки были туго скручены веревкой, а рот заклеен скотчем. Она испуганно смотрела на него глазами, которые напоминали ледяную воду, отражая смесь страха и молитвы. В ту же секунду вся его жизнь, полная одиночества, обрушилась на него, но появление этой женщины зажгло в его сердце искру. «Чёрт возьми», – произнес он и, забыв обо всем, стремительно бросился к ней. «Всё хорошо, мэм», – сказал Джек, снимая скотч с её рта и прикасаясь к её плечу для поддержки, чтобы она знала, что не одна. Он достал нож, который всегда носил при себе, и быстро перерезал веревки, сковывающие её руки. «Вы в безопасности. Меня зовут Джек, я фермер. Что случилось?» Женщина дрожала, её голос дрожал от страха, но всё же она кивнула, наконец осознав, что кто-то пришёл ей на помощь. «Меня зовут Эмили. Эмили Джонсон. Меня похитили. Один из работников этой фермы. Я не знаю зачем». Её голос потонул в эмоциях, когда её воспоминания о недавних событиях начали переплетаться. Пока Эмили рассказывала свою ужасную историю, Джек уже забирался в свой телефон и звонил в полицию. Он не отходил от неё ни на шаг, его чувства выдали тревогу и желание сделать всё возможное, чтобы её защитить. В её глазах он увидел отражение нужды и боли, которую он в своё время ощущал. Их связи начинали формироваться, даже когда она была в отчаянии. Когда полиция в конце концов прибыла, они услышали Джека, который уверенно описывал ситуацию.
Эмили стала временно бездомной и не знала, к кому обратиться для дальнейшего убежища. Чтобы помочь ей, Джек предложил ей оставаться на его ферме до тех пор, пока все не уляжется. Поначалу Эмили была настороже, ее восстановление после ужасного опыта стало тяжелым, но глядя на дружелюбное лицо Джека, она чувствовала, что в его обществе ей будет в безопасности. Появление Джека стало нежным светом в ее жизни, в которую все еще проникали тени. Время шло, и дни превращались в недели, а недели в месяцы, когда они проводили много времени вместе. Каждый день был наполнен новыми открытиями. Джек учил Эмили ухаживать за животными, как кормить, поить и игнорировать бытовые мелочи, чтобы наслаждаться простыми, но полноценными моментами жизни. Эмили, в свою очередь, приготовила для него ужины, полные любви и заботы. Каждый укус пищи напоминал ему, что он не одинок, и что есть люди, готовые прийти на помощь даже на самом темном пути. В их разговоры постепенно вплетались истории о прошлом. Эмили делилась воспоминаниями о своем детстве в Огайо, описывая яркие моменты от маленьких радостей до больших мечт. Стена, которую Джек построил вокруг своего сердца, начала разрушаться, и с каждым общим моментом чувства углублялись. Как-то раз они сидели в саду, наслаждаясь вечерним небом, звездный свет мягко касался их лиц, и Джек поймал себя на мысли, что бы он мог сделать без Эмили. Она стала не просто другом, но и тем самым светом, который освещал его путь. Он понял, что на Земле все еще существуют причины жить, и эти причины были прямо перед ним. Он посмотрел на нее и осознал, что между ними произошла настоящая магия. Метаморфозы, произошедшие в обеих их душах, укрепили их связь. Когда все больше времени проводили вместе, Джек осознавал, что его сердце снова заполняется, и хотя его жизнь была полна шрамов, Эмили была готова их исцелять. Они вместе мечтали о будущем, где было место для счастья и любви, и радость жизни вновь приручала их дни. Время шло, и они продолжали открывать в друг друге новые грани, углубляя свои чувства, и первый год заканчивается на удивительной ноте. Спустя год, именно в том самом месте, где он впервые нашел Эмили, солнечные лучи касались их лиц, а ветер шевелил ее волосы. Джек опустился на одно колено, чувствуя, что его судьба с каждым днем становится все более неотъемлемой частью ее жизни. Сердце его сильно колотилось, и он не знал, как бы отреагировала Эмили, когда озвучит этот важнейший вопрос. «Эмили», — произнес он, стараясь справиться с волнением, — «ты стала для меня гораздо больше, чем я мог когда-либо представить. Ты пришла в мою жизнь в самый темный час, и я не знаю, как бы я справился без тебя. Ты не только наполнила пустоту в моем сердце, но и подарила мне новую надежду. Будешь ли ты моей женой?» Его слова произнесли надежду и любовь. Эмили, даже не успев толком осознать, что произошло, заплакала от счастья и смущения. «Да, да, Джек, конечно, да!» – вскричала она с радостью на лице, и в тот миг, когда он надевал на нее кольцо, все вокруг них казалось наполненным светом и радостью. Они смеялись и плакали одновременно, казалось, что даже небеса радовались их счастью. Теперь на их ферме жили не только прекрасные рабочие лошади, но и счастье. Джек не был просто фермером, он стал человеком, который снова научился любить. Он больше не просто существовал, он снова стал по-настоящему жить. Эмили обеспечивала его окутание заботой и теплом, а они оба с любовью и преданностью работали над своим хозяйством. Каждый день приносил новые события и успехи, но самым важным было то, что они нашли друг друга в трудное время. Их жизнь, наполненная ребячеством и простотой, стала символом того, что даже в самых неожиданных обстоятельствах чудеса могут произойти. Несколько лет спустя, когда солнце опускалось за горизонт и вечерний ветер нежно обдувал их лица, Джек и Эмили сидели на своей любимой скамейке. Семья собралась вокруг них, обсуждая свои мечты и планы на будущее.
«Мы купим пару новых лошадей весной», – шутил Джек, заставляя всех смеяться. Ночная звезда, яркая и полная жизни, пронзала ночное небо. Они обменивались взглядами, полными любви и понимания, распечатывая веселые воспоминания о прошедших днях, когда они постепенно застали друг друга. На этой ферме всего лишь несколько лет назад затаилась тьма, а теперь это было место, где жили мечты. Скайлайн Техаса, освещенный ночным светом, стал неделимым фоном их счастья. Они стали частью друг друга, ихние мечты переплетались так, что обретали единую форму. Каждый день напоминал о важности жизни, любви и той веры, которая может перевернуть мир даже в самых мрачных обстоятельствах. Частичка их истории была не только о любви, но и о том, как два потерянных человека смогли заново найти себя благодаря тому, что жизнь порой предоставляет шансы на исцеление и радость. Вот такая удивительная история произошла на ферме в Техасе, где распустилась любовь между двумя людьми, которые научились заполнять пустоты друг друга. Каждое утро, выходя на улицу, Джек и Эмили осознавали, что были даны вторые шансы, возможность быть счастливыми. Они понимали, что это не просто судьба, это путь, который они создали вместе, пройдя испытания и победы. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного.